Всем привет! Приветствую вас в новом влоге. Сегодня воскресенье, и мы проводим это время на бассейне. Здесь также есть сауна, поэтому мы и паримся, и плаваем. Короче, расслабляемся, отдыхаем. И в сегодняшнем влоге мы после бассейна еще поедем гулять. Поэтому покажу вам, что мы сегодня увидим. Не переключайтесь и оставайтесь вместе с нами. Итак, поехали! Вот мы в первом пункте нашей прогулки заехали в этот костел, но, к сожалению, он закрыт. Я уже раз снимала здесь видео, и также костел был закрыт. Здесь есть красивая такая часовня Матерь Божьей, и еще одна часовня есть там, где постоянно выставлен Святой Сакрамент, можно молиться, и также там есть кусочек мощи святого Шарбеля. Выходя из костела, посмотрите, какой огромный здесь паркинг, парковочная такая площадь, нету проблем, все найдут свое место. Здесь также есть и туалеты, и лавочки, так что можно и посидеть, и отдохнуть. Короче, все предусмотрено. Следующий пункт нашей прогулки — еще один костел, но он на территории старой крепости. И это своего рода такая диковинка, что ли. Здесь по описанию в этом месте, в стенах этой крепости раньше находился замок, но, к сожалению, он не сохранился. Сейчас здесь мы видим есть костел, и если он будет открыт, я вам сниму. И также пойдем посмотрим, что же осталось с этой крепости. Вот я вижу здесь маленькую такую часовенку, посмотрите, я очень люблю такие места, они очень трогательные такие. Посмотрите, маленькая иконка Матерь Божьей, множество цветов, уже настоящие цветут, вот здесь и какие-то цветут кустики. Очень красиво и так трогательно. И продолжаем нашу прогулочку. Видите, вот эти стены крепости вокруг, то есть крепость была довольно-таки большая. Территория ухоженная, есть везде и какие-то тротуарчики, травка. Даже очень и очень приятно. И попробуем сейчас зайти вовнутрь и посмотрим, что осталось с этой крепости. Как видно, эту территорию, наверное, этой территорией занимается вот этот приход костела. Мне очень нравится, потому что территория действительно очень ухоженная. И разные растения здесь, и видно, что кто-то этим всерьез занимается. Сегодня воскресенье, и я вижу поэтому людей немножко было и на парковочном месте, вот, и вообще вокруг. Может, сейчас кончается месса. Вот здесь такое место, гроб Господень, тоже цветы. Недавно была Пасха, и я думаю, что в этом месте также проходит крестный ход. А вот и мы зашли на территорию крепости. Видно, здесь внутри был замок. Хоть погода и теплая, но достаточно ветрено сегодня. Я решила пойти верхом, не идти там внизу. Там как будто бы поле. Думала, что здесь будет меньше травы. Но здесь не меньше травы, но такая тропочка. Так что, наверное, идти будет удобней. Сейчас пойдем к этим развалинам здесь. Особо много здесь смотреть нечего, но все равно моя дочка очень любит такие объекты, которые не приукрашены реставраторами, и как можно больше такого фактурной, такой естественной застройки, а не то, что так, как сказать, на пустом месте построили под старину. Этого она не любит, поэтому если даже разрушено и не совсем отстроена, то ей это больше нравится. Поэтому, если есть такая возможность, то мы посещаем такие места.
Вот сейчас я подойду туда ближе. Я, наверное, сделала плохо. Я пошла верхом, и придется потом со склона такого сходить. Вот. Но наслаждаемся сегодняшней погодой, потому что, к сожалению, опять идет охлаждение. Когда же это наконец-то закончится? И маевка будет не слишком такая привлекательная, поэтому решили вот так отбиться в сторону и поехать куда-то еще сегодня, потому что если будет дождик и так не очень, так будет пасмурно и так не слишком тепло, то, конечно же, это мало приятного. Вот такой здесь вид. Вот там эти руины. Сейчас я туда сойду. И вот на таком я нахожусь сейчас в возвышенном. Это, наверное, были какие-то стены, здесь заросло все, или какой-то вал земляной, не знаю. Но вот я тогда подойду к самой верхушке. Вот такая красота с этого пункта. Вот я не хотела идти по этому полю, но назад, может, пойду там. Наверное, трава будет более такая меньше, чем здесь. Здесь вот костел видно. И вот тут, где я шла сейчас. И я подошла к верхушке развалин. А что здесь? А здесь уже частное поле. Вот приходится сходить вниз. А нет, даже нормально. Я боялась, что будет более сложно. Вот такие развалины. Я думала, будет более так интересно. И из того, что я читала, на этом месте, вот тут где-то был еще замок, которого уже нету. А вот это все были какие-то оборонительные сооружения. И вот вокруг стены этой крепости. Все уже пришло в упадок со временем. К сожалению. Еще покажу вам эту часть с другой стороны и попробую пробраться на ту сторону стен и посмотреть, что там по ту сторону от них находится. Вообще мы поехали сегодня, потому что также все пробуждается на глазах, все листья распускаются, природа просыпается, и это такое воодушевление, поэтому хочется куда-то выбраться, вырваться на свободу, и ищем каждую возможность, чтобы это сделать. Вы тоже посмотрите, что у вас вокруг, какие места, даже если они не слишком такие туристически разрекламированы, но все равно энергия, которую вы получаете от такой даже маленькой поездки, когда вы поменяете место и посмотрите совсем с другого ракурса на мир, делает очень много для такого психического здоровья, физического, для хорошего самочувствия. Если есть возможность, выбирайтесь из дома. Вот здесь видны остатки этих стен уже немножко в другом виде, и как раз за крепостью начинается речка. Она такая узенькая, вот, и из того, что я читала, по ней даже есть такие фирмы, которые проводят, как сказать, трассы на байдарках, плывут по этой речушке вдоль, куда-то вниз по течению. Ну, я не любитель такого типа развлечений, но такая существует такая возможность. Вот такая немаленькая крепость. Идем теперь по территории костела. Здесь вот такая, тоже можно сказать, вот видите, фигурка Матерь Божией в таком гроте, Круlowo-Polski, módl się za nami, то есть королева Польши, молись за нас. Такое красивое место.
И попробуем обойти костел вокруг и посмотреть, какая здесь территория. Костел ухоженный, очень впечатление, такое производит приятное впечатление. Наверное, месса уже закончилось, потому что люди уже ушли. Здесь видно вход с другой стороны. Посмотрите, какие кованые двери и в каком классном состоянии. Сейчас попробуем найти вход и проверить, открыт ли он сегодня. Место для прихожан, которые приезжают на велосипеде, а в таких маленьких местностях это очень и очень часто происходит. Вот мы уже почти обошли вокруг, и здесь есть такое место, множество лавочек. Я думаю, что это потому, что в этом месте могут происходить какие-то богослужения на открытом воздухе. Но я не вижу алтаря, где бы мог стоять священник, поэтому для меня это немножко так странно. Вот здесь есть двери, возможно, не знаю, или это для тех людей, которые хотят слушать мессу летом на улице. Ну что, друзья мои, на этой ноте я буду заканчивать свой сегодняшний влог. Надеюсь, вам было интересно. Обязательно поддержите меня пальчиком вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, давайте какие-то идеи новых роликов. Я очень благодарна вам, что вы были вместе со мной. До новых встреч, друзья мои. Пока-пока в новых видео уже совсем скоро.